Всем привет! Вы снова на канале Georgia Private Investment. Добро пожаловать на финансовый баттл. Это шоу, где проверяются не только знания, но и личные ценности. Сегодня два профессионала будут соревноваться, как же правильно распоряжаться деньгами, которые мы им дадим. А в конце вы решите, кто же из них победит. Первый участник у нас Катерина. Катерина, привет. Катерина специализируется у нас на Новом бульваре, на аллее героев и на квартирах для жизни и долгосрочной аренды. Второй участник Данил. Данил у нас любит только аллеи героев, смотрит самые лучшие дома. Данил любит экспериментировать и рисковать. Не забываем про это. Есть такое. Итак, в первом раунде мы дадим каждому участнику по 50 тысяч долларов. У них будет задача сохранить и приумножить свои накопления. Правила, ребята, такие. Первый, каждый агент презентует свои подходы к финансам за 60 секунд. Данил, я предлагаю уступить первое слово Кате. Согласен. Итак, Катя. У меня есть 50 тысяч долларов, и я хотела бы купить на него каркас, чтобы сделать ремонт и сдавать его в аренду, либо перепродать. Так как студий очень много и строится еще в стройке, и особенно на аллее героев довольно много комплексов, в которых находится подавляющее большинство студий, я бы хотела выбрать что-то на аллее героев, но 1+1, площадью побольше. У нас есть как раз подходящий объект под мой интерес в комплексе Аркон. Он достраивается очень скоро, я так понимаю, весной. В Арконе есть как раз каркас 1+1, 45 квадратных метров с прямым видом на стадион. Почему я хочу выбрать его? Потому что вид, он довольно важен. При сдаче это ликвидность объекта, конечно, повышает сильно. Ты что с этим будешь делать? Ты будешь его отремонтировать и сдавать в аренду, правильно понял? Поскольку у меня есть только 50 тысяч долларов, я хочу купить его в ипотеку. Так как там стоят уже лифты, я вполне могу себе это сделать. Соответственно, мой первоначальный взнос я должна буду отдать банку всего 21 600. Это 30% от цены каркаса. Таким образом, у меня получается платеж 430 долларов в месяц на 10 лет. Чтобы там, поскольку там белый каркас, то есть там даже не черный, там уже есть проведены коммуникации, я рассчитала, да, ремонт, который обойдется в 26,5 тысяч долларов. И того у меня даже есть еще остаток от первоначального взноса и ремонта, который я могу закинуть, например, в досрочное погашение. Таким образом, у нас будет объект с ремонтом в топовой локации, которую сейчас все хотят для аренды или для жизни, подавляющее большинство. Окей, записали. Даня, что у тебя? Если бы у меня сейчас было бы 50 тысяч долларов, я бы приобрел квартиру-студию с видом на аллею героев в комплексе Blue Sky Tower. Почему это рискованно? Потому что на данный момент никто целенаправленно, точно, вернее, не может сказать, какая доходность будет у данного дома. Но с учетом того, что данный дом будет предоставлять все комфортные услуги, которые нужны современному человеку, я считаю, что это будет ликвидно. Наличие блюзка, паркинга, тренажерного зала, бассейна. Это делает существенный плюс также к стоимости за аренду данной квартиры. То есть сейчас реально как бы у нас в базе есть такие предложения приобрести студию с видом на аллею героев от 42 до 46 тысяч долларов. К примеру, даже если я взял ее там по низу за 42-43 тысячи долларов, где-то приблизительно 1015 мне потребуется на то, чтобы сделать средненький ремонт. Наоборот. Ты еще ложишься? Где-то я в бюджет не влаживаю эти 50 тысяч, но, слава богу, у меня есть дядя, который может мне эти деньги, как бы эту сумму доложить, и я смогу полноценно завершить ремонт в своей квартире и уже, дай бог, к началу следующего сезона смогу эту квартиру сдавать. Я задам по паре вопросов ребятам, чтобы уточнить детали по первому объекту, по Катину в Арконе, и по второму объекту в студии Дани, чтобы и я, и вы чуть больше поняли логику мыслей того и другого нашего участника. Итак, Кать, почему именно Аркон, например, а не какой-нибудь другой дом? Например, тот же самый Blue Sky Tower или, например, там Шартала 32 или какой-то еще. Почему именно Аркон?
Ну, Аркон, он, во-первых, находится достаточно близко к морю, и это дает возможность давать, если и будет такое желание, и посуточно, и в долгосрочную аренду он тоже подходит, потому что там очень мало студий, и вообще это дом именно для жизни. Там много квартир именно 1+1 и 2+1. Как, если бы ты сдавала, у тебя квартира получилась с ремонтом в Арконе, почем ты сдавала ее в аренду в месяц? Долгосрок 650-700 долларов. А я думаю, 750. Ну, допустим, Ну, давайте ориентироваться на это. 50-700. Я думаю, что можно даже дороже сдавать. Мое личное ощущение, что вот именно эту квартиру можно будет сдавать дороже. 700 в месяц. У тебя будет оставаться, грубо, $300 каждый месяц плюса. Грубо говоря, да. Какие риски ты видишь в своем подходе? Что может пойти не так? Ну, например, Например, то, что дом все-таки еще на стадии строительства, он еще не сдан полностью до конца, и какие-то задержки возможны. То есть, если пойти на ремонт не в апреле, а там в июне, то вот есть какие-то, сдвинуться. да, на несколько месяцев. Ну, в целом, да, других рисков тоже не вижу. Дом построен, я там внутри был, там все отремонтировано, лифты стоят, и ключи обещают быть в марте, хоть я в это и не верю, скорее всего, в мае, но, тем не менее, Ну вот это согласен. Все уже построено, функционирует. Знаешь, что я еще вижу, какой риск один? Я боюсь, что стройматериалы могут вырасти в цене летом, и ты можешь вылететь немножко за счет, на ремонте, как у меня это случилось в моем случае. Но ты молодец, оставил себе задел $2000, которые могут тебе, если что, на какой-нибудь всякий случай пригодиться. Так, Дань, почему ты выбрал Blue Sky Tower? Я понимаю, почему именно вид на море, вид на аллею героев тоже понимаю, просто высокая ликвидность, можно быстро продать, если что, и в случае аренды на Airbnb там будет лучше отзывы, и дороже можно сдавать. Это понятно, но почему не на Blue Sky Tower? Почему вот не Calligraphy Towers, например, не там какой-то любой другой проект, который есть недалеко от Blue Sky? Во-первых, если сравнивать с теми проектами, которые ты назвал, Антон, как я считаю, у Blue Sky более выгодная геолокация дома, то есть оно ближе всего, этот дом ближе всех расположен к морю. Рядом есть необходимая инфраструктура, магазин Carrefour, через дорогу перешел, у тебя большой супермаркет, где у тебя большой ассортимент выбора, не только продуктов, там же есть также и другие магазины, где ты можешь приобрести все, начиная от одежды и заканчивая до техники. Ну, Аркон, конечно же, тоже рядышком там находится, но если, опять же, сравнивать с теми проектами, которые назвал Антон, мой выбор пал на Blue Sky именно по этим причинам. Окей, я так понимаю, что твоя стратегия все-таки это больше краткосрочная аренда. Моя стратегия комбинированная, то есть если бы я бы покупал студию в Blue Sky, я бы самостоятельно занимался сдачей ее в аренду, я бы завел бы аккаунты на Airbnb, на Booking, может быть, поначалу даже бы сдавал бы ее максимально дешево, чтобы набить количество и получить статус суперхозяина. Вот. При статусе суперхозяина я уже могу выставить цену выше средней цены по рынку, и как бы и у меня останется спрос от клиентов, которые ранее у меня отдыхали, или же захотят, или уже будут видеть мой статус в Airbnb или на Букинге и будут хотеть остановиться у меня. То есть комбинированная сдача, летом это посуточная аренда, может быть, даже сентябрь месяц. Вот. После этого сдача на зимовку, да, помесячно до мая месяца и как бы опять по новой. То есть у нас есть живой пример был в компании. Наш коллега приобрел студию в Дартауэре, только Дартауэр — это комплекс, который без отопления, в Blue Sky отопление будет, это тоже огромный плюс. И путем тех действий, которые я описал минуту ранее, у него получилось заработать около 10% годовых. То есть он приобрел студию за 45, путем тех действий, которые я говорил ранее, у него получилось заработать $5000 за год. Получается, это 10% годовых, это очень хороший показатель. $400. Грубо, в среднем мы говорим. А зимой почем она будет сдаваться? Ну, зимой, я думаю, 350 где-то. 350, среднем а назовем. летом чуть больше, Летом чуть больше. в год получится по $400 каждый месяц. Не забываем, что тебе нужно будет еще $7000 дяде отдать из этих. То есть у тебя тоже где-то по $100 будешь отдавать ему там несколько лет, у тебя останется также примерно там около $300 в месяц чистыми на руках. Итак, ребята, есть возможность задать друг другу вопросы наводящие. Кать, давай с тебя начнем. Какие есть вопросы к Данилу, к его подходу? Какие риски видишь ты? И почему ты не купила студию Блюская? Я начну с рисков. Единственный риск, который здесь я вижу, это
рано или поздно все захотят продать свою недвижимость, потому что средний срок владения в Батуми примерно 4 года. И когда придет время ее продавать, это все-таки студия в большом комплексе, где полно таких же студий, и конкуренция довольно большая. Именно по этой причине я не выбрала покупку студии в этом бюджете, я все-таки сфокусировалась на 1+1. Конечно, я согласен, что конкуренция будет не маленькая, но все же не в один день начнут продавать эту квартиру, правильно? С учетом того, что я купил ее по хорошей рыночной цене, как бы приобрести квартиру, студию с видом на Аллею Героев за 42 тысячи, как бы это хорошая, нормальная цена. С учетом того, что я приобрел ее по хорошей, адекватной цене, вложившись в ремонт, я всегда как бы смогу выйти, при этом из этого проекта ничего не лишившись. С учетом, объясню, может быть, непонятно было, с учетом из-за того, что первая покупка этой квартиры была не по завышенным цене, а по, можно сказать, даже чуть-чуть ниже, чем низ рынка. Какой площади здания у тебя эта квартира была примерно? 32 квадрата. Смотрите, вот сегодня цена такой студии в комплексе, который через дорогу находится, называется он Black Sea Towers, там студия стоит такая же с видом на стадион $80 тысяч. То есть в целом здесь у здания получается себестоимость 57, у него там большой довольно лак. Но мы не знаем, видите, что делать, мы не знаем, что получится из Black Sea Tower, когда он заработает. То есть Black Sea, то сегодня мы видим, как работает, и понимаем нынешние цены там. А как из Blue Sky, может, будет дороже, например. Вот. Это Мне возможно. кажется, с учетом из-за того, что как бы Blue Sky ближе расположен к морю, это целиком реально это может произойти. И там Что есть на- отель, ну, и там есть инфраструктура, которой пока еще нет за Black Sea, скорее всего, не будет такой, по крайней мере. Окей. Довольно рисков много, больше, чем у Кати, точно, абсолютно, но это может быть интересно через пару лет. Даня? Скажи, пожалуйста, Екатерина, в Арконе сколько парковочных мест? А, 140? Я сейчас загуглю точно, ну до 40. Да, на самом деле, не знаю, есть ли разница, сколько конкретно в домах парковочных мест, если открыт стадион Ну, он же не и будет можно вечно открыт. парковаться. Ну, этого мы не знаем, поскольку все-таки строительство на Аллее Героев очень плотное и высотное. Я думаю, что он будет открыт еще долго для парковки, по крайней мере, какая-то его часть. Нет, по поводу Аркона 30 мест на 300 квартир это нормально, 2 к 1, то есть у каждой второй квартиры есть своя парковка. И это довольно, это хороший коэффициент, на самом деле, для Батуми, это очень хороший коэффициент. Вот у меня Аркон, он выходит во сколько денег? Ну вот 79, и, грубо говоря, даже если его перепродать сразу после ремонта, там уже... Ну вот в Black Sea Towers, да, 1+1 сколько сейчас стоит? Около 90? Ну, если не 100 даже. Да если не 100, ну вот, примерная разница. Где бы на 100 ориентировался? Ну да, потому что он все-таки лучше геолокацию, чем у БСТ. Ну да, то есть ты можешь заработать на перепродаже потенциал, по крайней мере, плюс $20 тысяч. Да, и учитывая, что у меня кредитные деньги, то доходность будет выше. Минус агент, минус сюда-сюда, то есть 1015 у тебя останется. То есть ты же вкладываешь свои денег, грубо говоря, 21 600 Да, и 26 на ремонт. То есть 50 ты вложила и 20 к нему заработала. Потенциально. потенциально. Правильно, плюс 20 можно заработать. Неплохо. Ну, даже если нет, у себя есть аренда долгосрочная. И да, и с арендой. Аренда, кстати, неплохая. Вот если мы говорим, исходя из $700, то это 8400 в год. И это больше, чем 10% годовых на то, что у нее по себестоимость квартиры 79. И мы получаем плюс 10%. Минус отдаем ипотеку, не забываем. Да, да. Итак, переходим к Дане. У Дани получается $50 тысяч, он занял еще 7. Сделал там ремонт сам, выложил на Airbnb, и летом сдает, зарабатывает $600-700 в месяц, а зимний период сдает на краткосрок по 350. Получается всего у него $400 по году в среднем. Он дает долг, у него остается 300 в кармане по аренде. По перепродаже, Дань, что думаешь, почем можно перепродать эту студию, которую ты получил за $57 тысяч? Сколько он может перепродать? Ну, реально. Опять же, вот, как сказал Антон, это будет интересная история. То есть, если Blue Sky Tower сделает очень хорошо свой проект, я думаю, что там можно будет говорить про ценообразование намного выше, чем в том же комплексе БСТ. Опять же, из-за того, что, по тем причинам, по которым я уже говорил в этом видео, не буду повторяться. Вот. Если мы проведем аналогию сейчас с комплексом БСТ и да,
в среднем там сейчас с видом на аллею героев квартиры продаются от 1800 до 200-200-300 тысяч долларов за квадрат, все в зависимости от этажа. Если взять среднюю цену там 1900 долларов, то у меня эта студия выходить будет где-то приблизительно 60 тысяч долларов. То есть, ну, 61 тысяча долларов. То есть у меня может, опять же, это мы отталкиваемся от тех цен, которые есть сейчас у наших конкурентов. Как бы у Blue Sky может быть еще лучше быть ситуация, может быть хуже. Если, ну, так как бы у меня получится, я останусь в плюсе еще приблизительно на, ну, давайте на 3000 долларов. Если все получится, откроется быстро казино, бассейн, бассейн и все остальное, то потенциал этой студии вырастет сразу же до 70 BD. Это да, в хорошем как бы. Но мы здесь говорим про инвестиции в долгую, и все-таки говорим, у Кати была стратегия такая срочная аренда, все-таки ты продавать ее не собиралась, правильно, изначально? Хотела купить, отремонтировать и сдавать в аренду. Ну да, да. Вот, и ты также, то есть купить, владеть и, соответственно, сдавать в аренду. Ну, у меня еще плюс в чем, что в Аркон можно будет только в мае заходить на ремонт, а в Blue Sky уже в мае все должны сделать ремонт. Поэтому целиком вероятно, В мае, в да, мае, да. Поэтому целиком вероятно, что может так произойти, что Blue Sky Tower откроет свои двери в этом сезоне. Что думаете вы, друзья? Оставляйте свои вопросы, пожелания и мнения в комментариях. Мы обязательно ответим на каждый из них. Доходность ежемесячная, чистая в кармане остается у каждого из участников одинаковая, поэтому здесь там паритетная по полочка каждому. С точки зрения дохода от перепродажи, я думаю, здесь Катя победила в этом раунде, потому что судя цифрам, которые я у себя записал, и которые у Кати написаны, они, в принципе, у нас сходятся, и Данил подтвердил свои цифры. И эти цифры по перепродаже, я могу сразу сказать, что Катина квартира, на ней можно больше заработать. Квартира по себестоимости с ремонтом Катя обойдется 79 тысяч долларов, а ее можно продать в лучшем случае, ну, около 100 ее можно продать. Минус затратные части мы выкинем там от услуги агента, мы уберем там процент за досрочное погашение ипотеки. Все равно 1010, 12, 14 у Кати останется. Вот, с Данилом мы посчитали, что он студию купил по 57, планирует ее продать за 61. Я думаю, что даже можно попробовать за 65, но все равно у Дани получится плюс 8, у Кати получится минимум плюс 12 тысяч долларов на то же самое. За счет чего это достигнуто? За счет того, что Катя молодец, она занималась в Питере ипотечным кредитованием. Катя просто очень профессионально использует финансовые инструменты, и в данном случае использовано было финансовый инструмент как ипотека. То есть Катя вложила своих 21, привлекла 30 тысяч кредитных средств, на 26 сделала ремонт. За счет этого у нее получился объект недвижимости стоимостью 80 тысяч долларов по себестоимости, который можно было дороже продать. Вот, Даня не использовал финансового рычага в виде ипотеки, он использовал займ у своего родственника в меньшем объеме. За счет этого, чем меньше рычаг, тем меньше у вас доходы. Вот такая история. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Обязательно голосуйте за Катю или Данила, и после мы обязательно подведем итоги. В следующем ролике мы каждому из участников дадим 100 тысяч долларов и попросим их купить недвижимость для себя. Всем спасибо. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Ребята, Спасибо. Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и покупайте недвижимость в Грузии.